Так, всем доброго. Это ролик про мою систему водосбора дождевой воды. Ну, примерная емкость где-то 1,7 куба. Полная, если заполнена. Сейчас как раз вот после дождика не заполнилась. Хотя дождь вроде как такой сильный прям лил. Схема гидросистемы сбора дождевой воды не в масштабе. Представлена на экране. Я думаю, что она не требует пояснений особенных. Поставьте на паузу, спокойно ее изучите. Значит, вот так это выглядит. Это вот здесь соединено 6 бочек. И сейчас я покажу еще 2 бочки. Вот так они соединены между собой. Ничего особенного. Бочки могут разобщаться. Сейчас я покажу как. Значит, это вот получается наша наливная бочка. Она же и сливная. Вот кран, который разобщает. Вот 5 накопительных бочек. Их в любой момент можно разобщить. Потом есть еще один кран. Так, ну пойдем сейчас следующие бочки покажу. Так, вот еще одна бочка. Вот она наливается. Вот там врезка. Так, и еще одна. Так, и еще одна бочка. Вот. Так, ну, в общем, тут уровень чуть пониже. Участок имеет уклон, поэтому здесь такая табуретка реализована. Ну, пойдем к первым бочкам. Значит, все это соединено трубами ПНД-20. Но потом, честно говоря, я уже, ну, не то что пожалел, но как бы я вот сейчас бы делал бы уже на 25-й трубе. Это так вот, мало ли у кого-то вот возникнет желание повторить этот подвиг. Делать на 25-й. Потому что переток ну, не очень быстрый. Я, если честно, ожидал большего. Оно перетекает, естественно, то есть уровень выравнивается. Там, так сказать, кто физику помнит. Но тем не менее. Ладно. Значит, на что я хотел еще обратить внимание. Вот. Здесь я реализовал с крышками, чтобы они, ну, не этот всякий мусор не попадал. И вот тут сделаны сапуны. Можно было бы, конечно, просто отверстие делать, но мне что-то... Я решил, что так будет лучше, потому что мало ли какой-нибудь листик попадет. Значит, что такое сапуны в моем этом исполнении? Это заглушка полипропиленовая 20-я. Здесь это просто колечко из 32-й трубы, оно легко одевается на нее. И здесь просверлены отверстия, там, ну, 4-5 отверстий, 5 милли, или 4,5 или 5 миллиметров. Вот. А с другой стороны, вот. Ну, с другой стороны, вот так это реализовано. Ну и тут вот водичка. Так, ну и вот так вот 5 бочек. И еще сейчас будем их сливать. То есть все это вообще, собственно, ради чего? Вот эта вот труба, это связь с Еврокубом. Сейчас будем мы ее наливать. Там у нас, соответственно, насос, вихрь дренажный. Вот, и сейчас здесь почти все реализовано. Единственное, что у меня не реализовано, это налив бочек или куба из скважины. То есть вот видите, специально отводок я сделал, предусмотрел. Это вот как бы ну, просто не успел сделать. Ну все, сейчас включаем насос. Так, открываем сюда кран и сюда. Вот так. Вот, открываем кран. Ну и все, сейчас будем куб наливать. Попутная цель, все, пошел процесс, сейчас пойдем посмотрим. Попутная цель, которую я хотел добиться, это чтобы налив куба без шлангов. Что-то мне тут шланги уже немножечко достали. Ну, пойдем посмотрим. Так, а вот и куб, да, то есть
помните его, кто смотрел. Надо почистить фильтр. Сейчас нальем куб. Я фильтр почищу. Вот, видите, всякие там лепесточки, всякая пакость. Вот для чего нужен фильтр. Так, а вот у нас уровень. У нас уровень растет. Ссылку на табуретку и вот гидросистему куба, там 2 ролика, я тоже приложу. В общем, я там прокопал еще траншею, соединил. Теперь это все более-менее жестко стало связано. Все без шлангов. Просто в розетку вставил и вперед. Так. Ну, все вроде работает. Пойдем к бочкам. В общем, вот такую систему я, если честно, на ютубе не видел. Ну, может быть, кто-то и сделал. Я ни у кого не подглядывал, честно хочу сказать. Это мое изобретение. Но если кто-то сделал так же, значит, мы просто одинаково мыслим. Вот такую систему я еще не видел. Ну, честно хочу сказать, у меня my dream, как говорится, это подземный резервуар, то есть несколько колец. Ну, в общем, это может быть в будущем. Пока это такой вот, ну, может быть временный вариант, а может быть постоянный, не знаю. Пока вот ничего не могу сказать. Общая емкость примерно 1,7 куба. Всего сейчас соединено 8 бочек по 200, там где-то 17 литров. Видите, они не были не полностью заполнены, хотя и дождь там лил. Но ничего страшного. Почистил я фильтр сразу. Ну, он и так подзабит. До этого пользовались. В общем, почистил. Так что вот такая польза от фильтра. Вот, не будь не его, вот вся пакость, вся уже была бы там в кубе. А потом это все будет свести. Ну и так далее. Так, ну, в общем, куб почти заполнен. Солнце садится. Сейчас. Вот. Где-то там, о, край. В общем, вот так вот. Видно, водичка. В общем, конечно, какие выводы я сделал. Раз 10 я уже чистил фильтр. Моментально забивается. Там эти лепестки. Сейчас все цветет. И моментально забивается фильтр. Но ничего не поделаешь. Конечно, вот хорошо бы иметь какое-то дистанционное управление насосом. Ну, типа пульта. Туда-сюда бегать, конечно, это вот напрягает. А так в целом все работает. Все нормально. Но, повторюсь, да, сейчас бы я делал на 25 трубе. Переток, в общем, на 20 трубе довольно медленный. А так все работает. Ну, все. Всем удачи.